Каждый из вас играет в игры на телефоне, и также каждый из вас смотрит фильмы и сериалы. Все эти два удивительных мира являются большим искусством. Казалось бы, кому может прийти в голову сделать из мобильной игры фильм? Или наоборот, из фильма игру. Сегодня я поведаю вам о известнейших экранизациях телефонных игрушек и расскажу, какие экранизации стоит ждать в ближайшие годы. Это будет весело. Всем жителям Ютуба привет, меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project. Погнали! Итак, чтобы подготовиться к этому приключению, хотелось бы упомянуть фильм, который фанаты ждали много лет. Что объединяет пиццу, животных и охранника? И это, конечно же, «Пять ночей с Фредди» по мотивам игры с таким же названием, снятый в 23 году. Если что, FNAF тоже был на телефонах. В самой игре, вышедшей в 2014 году, нам нужно сыграть роль ночного охранника одноименной пиццерии, главным символом которой являются аниматроники. Роботы-звери, которые жаждут убить главного героя, прямо как бабки у подъезда за то, что ты просто есть. Ладно, давайте я буду говорить слово «Камбоджа», читая тупые шутки. Ладно? Наша цель — защищаться с помощью дверей, следя при этом за уровнем батареи, до того момента, когда наступит 6 утра. А вот по сюжету фильма, пытаясь сохранить опекунство над сестренкой, Майк Шмидт устраивается работать ночным охранником Фредди Фазберс, некогда популярную на закрытую пиццерию. Несколько лет назад, когда Майк был еще ребенком, его младшего брата похитил неизвестный, и к этому событию парень снова и снова возвращается во сне, пытаясь вспомнить лицо похитителя. На новой работе в его снах появляются новые подробности. Кажется, это место хранит зловещие тайны. Картина собрала 200 миллионов баксов при бюджете в скромные 20 лямов. Судя по нынешней информации, вторая часть «Приключений с Фредди» будет и, возможно, очень даже скоро. А вот теперь можно и углубиться в эту тему серьезнее. Что объединяет войну, мифических зверей и стратегию? Да, мне хотелось бы затронуть тему Warcraft. Это франшиза видеоигр, первые 3 из которых относятся к жанру стратегии в реальном времени, где противостоящие игроки командуют виртуальными армиями в битве друг против друга или управляемого компьютером врага. На телефонах вы можете прямо сейчас сыграть Warcraft Rumble, экшн-стратегию, в которой можно коллекционировать героев и отправлять их в бой. Короче говоря, это вселенная игр в фантастическом мире мифических существ. Представить себе фильм довольно несложно. Кстати, о нем. Фильм собрал 440 миллионов долларов при бюджете 160, а сам фильм попал в топ самых популярных экранизаций фильмов в истории. Кстати, хотите прикол? «Экспо!» — закричали паладины, «Обед!» — закричала Экспо. Да, знаете, Камбоджа хорошая страна. Да. Ладно, с этим все понятно. Но что объединяет птиц, оружие и свиней? Верно? Что насчет злых птичек? Серия игр, являющаяся одной из самых популярных в мире. Все вы знаете, что в этих играх игрок должен стрелять из большой рогатки птичками в свиней. И чтобы пройти уровень, нужно сбить их всех. А что насчет сюжета? Свиньи крадут у птиц яйца с целью приготовить из них яичницу. Логично. Разозленные птицы не собираются сидеть в бездействии и начинают бороться со свиньями, ставя целью вернуть яйца обратно. В какой клетке не держит птиц? В грудной. Кстати, знаете ли вы, что в Камбодже не был открыт Макдональдс? Кхмеры не понимают такую еду. Да-да, именно так. Кстати, мультфильмов целых 2. Первая часть Angry Birds лично для меня получилась очень запоминающейся, и у меня она отложилась в памяти очень хорошо. По сюжету на тропическом острове, где живут нелетающие птицы, царит атмосфера радости и счастья. Красная птица Ред с самого детства чувствовал себя изгоем, поэтому ничего удивительного, что теперь он не вписывается в окружающую действительность и не разделяет всеобщего оптимизма. Однажды на райский остров прибывают зеленые свиньи, и дружелюбные птицы устраивают им радушный прием. Но кроме Реда никто не замечает, что в свиньи задумали подлость. Сборы в размере 350 лямов при бюджете в 73. Во второй части, о которой я, к слову, почему-то узнал только на момент написания сценария, птицы и свиньи неохотно ведут бои. Когда у них появляется новый враг – Зета, предводительница обитателей третьего ледяного острова. Ей до чертиков надоело жить в вечной мерзлоте, поэтому злодейка разрабатывает коварный план по захвату соседних тропических островов. Птицы и свиньи объединяются против внезапной угрозы. Фильм окупился очень сомнительно, собрав 147 миллионов при выделении 65. Учитывая, что половину забирают кинотеатры, плюс затраты на маркетинг, получается, что третьей части нам ждать
вообще не стоит. И мы плавно переходим от пернатых к другому мультику. Что объединяет кольца, скорость и хороших друзей? Правильно, Соник. Огромная серия игр из платформерных уровней и также раннеров, которые представляют собой скорость плюс собирание колец. У Соника также есть море друзей, и его главный враг – доктор Эггман. Кстати, доктор озвучивал в играх тот же самый человек, который озвучивал мистера Мита в Кейплерианс. На самом деле, сами по себе игры по Сонику довольно незамысловаты и похожи как две капли воды. В отличие от мира кинематографа, в котором море экранизаций Соника, начиная от аниме-сериалов, позже продолжая известнейшим мультиком Соник Бум, который я смотрел в детстве на карусели, и заканчивая тройной экранизацией. То есть даже в мире кино Соник имеет франшизу. Причем в кино все на данный момент 2 фильма, плюс 3, который уже имеет трейлер и выйдет в декабре, вышло в течение 5 лет. Вот это я понимаю конвейер. Не то, что ваши эти. Короче, в первой части Ёжик Соник из параллельного мира вместе с новообретенным лучшим другом человеком по имени Том знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору-работнику, который хочет пленить Ёжика и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства. Это лучшая часть, которая в первом тизере, кстати, должна была получить провал, но потом все исправили, и при бюджете 85 лямов собирает эта часть 320. Во второй части доктор Эггман возвращается, но вместе с союзником Наклзом. Вместе они разыскивают бесценный изумруд, в котором заключены силы, способные уничтожить целые цивилизации. Соник объединяется с лисенком Тейлзом, чтобы отправиться в кругосветное путешествие и найти изумруд до того, как он попадет в плохие руки. 405 лимонов, при том, что дали 110. Эх, мчится как-то Соник со скоростью 1000 км в час, а рядом с ним бежит доктор Эггман и делает вид, что прогуливается. Кстати, правильно говорить не Камбоджу, а Камбоджа. К слову, сейчас ведется активная работа над 3-й частью, которая, судя по трейлеру, должна получиться очень крутой, ведь там злодеем выступит тот самый Шэдоу, а союзником, наоборот, доктор Эггман. Также в этом году вышел мини-сериал Наклз. Ладно, слушайте, тема Соника это, конечно, хорошо, но мы с этим уже затянули, поэтому давайте немного погоняем на машинках. Поняли, о чем речь? Конечно, о Need for Speed, культовая серия гоночных видеоигр. Смысл игры заключается в управлении различными автомобилями на различных трассах. Короче, это прародитель всех игр про гонки, которых в плеймаркете просто дохуй. Из официальных игр на телефонах можно встретить Need for Speed, Hot Pursuit и другие. Гонять и выигрывать хорошо, но делать это в формате фильма еще круче. В этом фильме 2014 года Need for Speed «Жажда скорости» основой сюжета является история Тоби, гениального автомеханика, чьей единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого бывшего гонщика Дино Бьюстера. Когда дело Тоби наконец-то начинает идти в гору, Дино подставляет Тоби и его обвиняет в преступлении, которого он не совершал. Спустя 2 года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совершить невозможное и доказать, что даже в мире гонок самый невзрачный гонщик может финишировать первым. 203 миллиона, а давали изначально 66. К слову, на 2025 год уже есть анонс выхода 2-й части кинокартины. Виталий Петров – единственный гонщик Формулы-1, который при виде полиции мигает фарами другим гонщикам. Ну, типа, у водителей в нашей стране есть фишка моргать фарами, если дальше по пути стоят гаишники, типа, ну, понял, да? А еще у них в машинах растет Камбоджа. А что насчет лучшего желтого сыщика, которого любит весь мир? И я говорю, естественно, про Покемона. Покемоны – сверхпопулярная медиафраншиза, которая насчитывает миллионы фанатов по всему миру. По ее мотивам было создано множество различных книг, комиксов, игр, фильмов и сериалов. Из игр на телефоны можно встретить известнейшую игру в свое время Pokemon Go. Ходи, собирай призы в этой AR-игре. В свое время это было как Skibidi Toilet сейчас. В наличии есть также Pokemon Masters X, Pokemon Quest и море других игр на мобильнике. В 24 году мама сына такая типа: «И не надоело тебе целый день штаны перед компьютером протирать? Сходил бы на улицу, наловил бы покемонов». Хотя там уже Камбоджа растет. В 19 году Света увидел другой желтый свет в роли сыщика. История начинается с таинственного исчезновения частного детектива Гарри Гудмана, расследовать который предстоит его сыну. Помощь в расследовании ему оказывает
покажет бывший партнер отца, болтливый детектив Пикачу, который является загадкой даже для самого себя. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу отправляются за уликами по неоновым улицам Райм-Сити, города, где люди и покемоны живут бок о бок. Парочка встречает самых разнообразных покемонов и раскрывает ужасный заговор, который способен разрушить это мирное существование и стать угрозой для всей вселенной покемонов. 433 сочных лимончика собрал фильм при бюджете в 150. На самом деле это довольно неплохо, но о продолжении пока что речи не идет. Мне также хотелось бы упомянуть экранизации других игр не на телефон, по-быстрому. Например, супер крутой мультик «Братья Супер Марио» в кино и самая популярная экранизация игр в истории. Doom 2005, он, кстати, был на телефоне. Mortal Kombat 21 года, который усердно ждет вторую часть. Fallout, сериал «Последний из нас», «Обитель зла», который насчитывает 6 фильмов, что является Также могу сказать о самых ожидаемых экранизациях фильмов на текущий момент времени. И это, конечно же, Minecraft фильм, который, чувствую, будут ненавидеть многие. Division, Assassin's Creed, BioShock, God of War и другие. А также хотелось бы упомянуть такие экранизации, как фильм по игре Poppy Playtime, также фильм по Бенди и Чернильная машина, а еще фильм по Atomic Heart, Borderlands, которые уже вышли и доступны на Кинопоиске. Мне они не очень сильно понравились, и вроде как все. Если вы знаете о других экранизациях игр и сериалов, то напишите о них в комментариях. А я пошел разоблачать КП. В заключении можно сказать, что экранизация видеоигр на большом экране – это интересный и перспективный жанр, который с каждым годом развивается все больше. Режиссерам и продюсерам удается по-новому раскрывать полюбившихся игровых героев, добавляя новые повороты в сюжет и интригующие визуальные эффекты. Будем надеяться, что в будущем создатели фильмов по мотивам видеоигр сумеют найти идеальный баланс между верностью оригиналу и новаторскими кинематографическими решениями. А я вместе с Камбоджей пошел делать новое видео. Не пропускайте новые видео, а подписывайтесь на этот канал, где я рассказываю о мобильных играх. А на этом я это видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорого. Удачи.